Всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Валерия. И сегодня я наконец-таки решилась на первое видео по поводу своей NFT-коллекции. Но не коллекции в целом, а лишь одной NFT. Я расскажу про первую работу, что она значит и какие энергии в себе несет. Я, конечно же, хотела сначала рассказать про всю коллекцию целиком, но решила действовать незаурядно, именно из внутреннего отклика. И это мое первое видео, когда я абсолютно не готовилась по тексту, ничего не придумывала, не планировала заранее, а просто села, включила камеру, тут настроила атмосферку и погнали. Коллекция называется Mind Evolution. И я начну рассказывать с самой первой работы, которая находится на OpenSea. Если вы не знаете, что такое NFT, вам непонятно, что такое OpenSea, и что вообще из себя представляет эта коллекция, просто посмотрите видео, а дальше в следующих видео я уже буду более подробно рассказывать, что это такое, зачем, куда это ведет. Вот. И первая работа называется Inception, что переводится «зарождение». Происхождение материи и света. Начало было положено из пустоты. Вы можете у каждой работы увидеть ее характеристики. И самую главную характеристику, на которую стоит обратить внимание, это активация. Данная работа активирует энергию. И сейчас создано 138 NFT из общей 1000. То есть всего будет 1000 работ. И 7% имеют эту активацию. Итак, приступим. Происхождение материи и света. Начало было положено из пустоты. Данная работа несет довольно-таки простую вибрацию, но для того, чтобы ее понять, нужно уметь чувствовать. Но и чувствовать мы тоже можем по-разному. Есть чувства, которые происходят из эмоционального состояния, например, радость или горе, счастье, уверенность. Это уже больше состояние уверенности. Есть чувства, которые мы испытываем телом. Например, мы чувствуем, как ветер нас обдувает, либо припекает солнце. Эта работа именно про энергию чувствования. Осязание, ощущение, обладание собой, своими эмоциями. Выбор своего состояния. Пустота, она сама по себе нейтральна. Когда появляется свет и энергия, то уже идет ее распределение через источники и ретрансляторы, которыми мы отчасти являемся. И когда в меня поступает та или иная энергия, я могу ее транслировать либо через радость, либо через горе. Я могу чувствовать то, что ветер доставляет мне неудобства, либо могу чувствовать, как мне от этого приятно и хорошо. И вот середина работы именно про зарождение, именно вот эту тонкую грань, когда происходит выбор, из какого состояния, из какой эмоции будет дальнейшее движение, будет дальнейшее развертывание обстоятельств. Это такое первоочередное, очень простое, но при этом очень сложное. Уловить эту тонкую грань, когда происходит выбор. Не просто ее уловить, почувствовать, осознать. Не мешать ей дальше развертываться, если это то, что не хочется. Дать этому произойти. Если это то, что желанно, наблюдать в удовольствии. Эта работа содержит 3 простейших символа, и она является неким базисом, фундаментом для всей остальной коллекции. То есть это первый шаг на пути к эволюции разума.